Оказывается, знакомство с директором может принести больше, чем просто поступление в университет. Похоже, он еще и встречается с ее дочерью Аякой. Единственная странность Ханоки в том, что он ездит в одном автобусе с Аякой и сидит рядом с ней в классе. Несмотря на то, что они сидят рядом, они никогда не разговаривали друг с другом, и кажется, что они живут в совершенно разных мирах. Все вокруг нее вьются, как голодные утки, а он почти невидимка. Однажды он случайно роняет ластик, и Аяка поднимает его, и мы все знаем, что это значит для членов фан-клуба Аяки. Они вытаскивают его из класса, валят на пол и начинают избивать, как пушечное мясо, которым он и является. И говорят, чтобы он больше никогда не заставлял принцессу что-то для него делать. После того, как его отшлепали, он идет в учительскую, чтобы помочь, потому что сегодня он дежурный. Но тут к нему подходит какая-то девушка и забирает у него бумаги. Вы можете подумать, что это начало романтического аниме, но нет, она просто одна из рабынь Аяки и хочет держать Ханоку подальше от нее, потому что Аяка тоже учится в Дедубе. Вот так его школьные дни обычно становятся второстепенным персонажем в истории Аяки. Однажды после уроков он идет выбрасывать мусор и размышляет о том, что же такое его жизнь. Вдруг он замечает в мусорном баке явно зловещую игрушечную кроличью мордочку и достает ее, чтобы посмотреть, что это такое. На животе у игрушки записка: «Сегодня будет ясно, но некоторые школьные здания могут обрушиться». Он думает, что это шутка четвероклассника, но тут на полу появляется огромная тень, и он поднимает глаза, чтобы увидеть, как на него падает школьная башня с часами. Он думает, что попадет в какой-нибудь мир, где он будет героем и будет встречаться с красивыми девушками. И с грустью отмечает, что в этой жизни он даже ни разу не держал девушку за руку. Здание обрушивается на него, и на этом заканчивается первый сезон колдовства. По крайней мере, так он думает, но потом он открывает глаза и оказывается в объятиях никого иного, как самой Аяки, и смотрит на нее, одетую в костюм ведьмы. Он начинает паниковать, как тряпка, но Аяка говорит ему, чтобы он перестал дергаться, иначе упадет. Он не понимает, о чем она говорит, и смотрит вниз, чтобы увидеть, что они парят над метлой. Вдалеке девушка с кошачьими ушками смотрит на них и думает, что Аяка ведьма, а потом щелкает пальцами, приказывая двум большим игрушечным солдатам-кроликам в доспехах напасть на них. Аяка подбрасывает Ханаку в воздух, а затем отпрыгивает назад, чтобы увернуться от их атаки, и сжигает их огненным заклинанием, прежде чем приземлиться на ноги и поймать Ханаку как принцессу и сделать крупный план. Крошечные игрушечные солдатики-кролики поднимаются и бросаются на них с мечами, но Аяка сбивает их огненными шарами, а затем вступает с ними в ближний бой, используя свою метлу и заклинания. Она говорит Аноке держаться поближе к ней, но он решает сделать все наоборот, как идиот, и оборачивается, чтобы увидеть девочку с кошачьими ушками, которая машет ему из-за здания и зовет его к себе. Он думает, что это должно быть подруга Аяки, и бежит к ней, но оказывается окружен армией игрушечных солдатиков-кроликов, которые тут же хватают его за руки и ставят на колени. Один из солдат подходит к нему с топором, и они готовятся превратить его в преемника почти без для следующего фильма о Гарри Поттере. Он думает, что это сон, но тут Аяка прыгает и поджигает всех солдат, спасая его как настоящая героиня, которой она должна была быть. Ханака все еще думает, что это сон, и продолжает стрелять, говоря, что она прекрасна даже в его мечтах, и что она ни за что не станет тратить на него время, не говоря уже о том, чтобы спасать его, как гибрид Гарри Поттера и Сейлор Мун. Она говорит ему, что это ее миссия, и что он, должно быть, запутался, но ему не о чем беспокоиться, потому что она его защитит. Он спрашивает, почему, и она отвечает, потому что он ее принцесса. Нани? Ханака, девочка, это подтверждено. Ханака задается тем же вопросом и начинает сомневаться в его поле, но затем Аяка напоминает ему, что действие их аниме происходит не в 2023 году. И сейчас все еще существует только два пола. Затем она говорит ему, чтобы он просто позволил ей защитить его, но он замечает, что часть ее волос загорелась, и задается вопросом, не из-за него ли она пострадала. Он спрашивает ее, почему она прикрыла ее, и что это была его вина за то, что он был глуп и его обманули, даже после того, как ей было больно, ему нужно быть поближе к ней. Он говорит, что это все из-за того, что ее волосы сгорели, и что это дар Божий. Но потом перестает разговаривать и понимает, что на самом деле он извращенец, и тоже начинает за ней ухаживать. После стольких лет издевательств со стороны ее Симпсонов, он теперь тоже перешел на темную сторону, сам того не осознавая. Пока он думает о том, как сильно разочарован в себе, он замечает, что один из игрушечных солдатиков встает, чтобы напасть на нее сзади. Он вспоминает, что он видел, как Саски делал на мосту Наруно, и прыгает перед ней, принимая удар на себя. Он думает, что выглядел бы так же круто, как он, и сказал бы, что его тело двигалось само по себе, но потерял сознание еще до того, как смог произнести свою реплику. Аяка подходит к нему и нежно обнимает, и я уверен, вы все знаете, почему я сказал мягкое объятие, а не просто обнять. Видя, как ему больно, Аяка приходит в ярость и говорит, что ей следовало превратить их всех в пепел, а затем использует свое сильнейшее заклинание «Миллион клеверов» и полностью уничтожает всех врагов мощной огненной атакой.
Позже в тот же день Ханока открывает глаза в комнате Аяки в школе, и она говорит ему, что это был не сон, и что она все объяснит позже, а сейчас им нужно идти домой. Они вместе возвращаются, и Аяка объясняет, что пока он должен знать только одно – ее долг – защищать его, потому что он ее хозяин. Он спрашивает, что она имеет в виду, но она просто идет рядом с ним. Какое-то время они не разговаривают. Несколько дней спустя все выглядит нормально, но на этот раз он вместо того, чтобы быть второстепенным персонажем, вызывает ревность и ненависть других, когда Аяка решает сесть рядом с ним в автобусе по дороге в школу. После этого они вместе идут в класс, и Ханока чувствует, что его убьют, если он еще хоть секунду пробудет рядом с ней. Он притворяется, что у него болит живот, и выбегает на улицу, но его ловит банда хулиганов. Они хватают его за воротник и говорят, чтобы он знал свое место, и собираются избить его, но тут подходит Аяка и говорит им отпустить его. Она развязывает ему галстук и говорит всем, что сожжет любого, кто снова попытается причинить ему боль. Позже, во время обеда, она садится рядом с Хонокой и несколькими девушками из фан-клуба. Она сама кормит его и говорит, что приготовила это сама. Ханака чувствует себя счастливым, что с ним так обращаются, но не может избавиться от чувства, что остальные 20 девушек, сидящих рядом, не рады ему. Он думает, что портит им веселье, встает и говорит, что пойдет поем один. Услышав это, Аяка приходит в ярость и, глядя вниз, поджигает все, что стоит на столе. Ханака, с другой стороны, чувствует себя виноватым за то, что был груб с ней, и уходит во двор, где на него упало здание. Он замечает, что все вернулось на свои места и ничего не сломано. В этот момент он оборачивается и видит девушку с кошачьими ушками, стоящую рядом с ним. Она говорит ему, что здание упало не по-настоящему, и что она наконец убедилась, что он бесхребетный придурок, раз ничего не заметил. Она подходит к нему, переодевшись в костюм ведьмы, и представляется как Тампапа из башни ведьм. Она говорит, что пришла похитить его, и приказывает своим солдатам напасть на них. На этот раз это не просто игрушечные солдатики. Они пронзают ее копьями и мечами со всех сторон. После битвы Ханака открывает глаза и видит, что Аяка вся в дырах от мечей и копий. Их так много, что он не может сосчитать. Она спрашивает его, все ли с ним в порядке, а он удивляется, как эта девушка вообще жива. Ему становится стыдно за свою слабость, и он говорит, что будет верить в нее, но сейчас ему нужно вызвать скорую. Аяка говорит, что если он хочет загладить свою вину, то должен пообещать, что не сбежит от нее завтра во время обеда. Он соглашается и говорит, что у нее сильное кровотечение, но она отвечает, что она сделана из огня, и все будет хорошо. Затем она говорит ему, чтобы он закрыл глаза и не двигался, и использует свою магию, чтобы отправить всех солдат в полет. Она сжигает их дотла, а затем подходит к Тампопо, держа Ханоку на руках как принцессу. Она говорит ей, что сейчас поджарит ее пушистую задницу и запускает в нее мощное огненное заклинание. Но Тампопо зовет своих солдат и едва успевает убежать, пока ее задница не загорелась. После этого она говорит Ханоке, чтобы он открыл глаза, и, к его удивлению, все становится как прежде, чисто и аккуратно, без каких-либо повреждений. Они оба возвращаются домой и на этом заканчивают свой день. На следующее утро в их школу перевелись 5 новых учеников, и, к их удивлению, это были никто иные, как Тампопо и ее подруги-ведьмы. Прошло несколько дней, и Ханока продолжает спрашивать Аяку, почему Тампопо и другие преследуют его и что это за колдовство. Однажды утром он решает не переставать спрашивать ее, пока она не ответит, но замечает, что в тот день она не ехала с ним в одном автобусе. Он выходит из школы, переобувается и идет в класс, но там видит, что Аяка развлекается с новыми учениками. Он смотрит на доску и видит, что он на самом деле в клубе пыток, и вместо того, чтобы удивляться, почему в школе есть такой клуб, спрашивает, как он сюда попал. Аяка отвечает, что она заколдовала его, чтобы он подсознательно пришел сюда вместо своего класса, и они могли встретиться. Затем она поворачивается к девочкам и говорит, что это охота на ведьм, и что она решила избавиться от них, потому что они могут представлять для него угрозу. Он удивляется, правда ли это, и смотрит, как они борются за свою жизнь. Он просит ее хотя бы вытащить кляпы у них изо рта, чтобы они могли говорить, и Аяка так и делает. Она говорит, что хотела прикончить их раньше, но одна из них сбежала, поэтому она использовала их как приманку, чтобы выманить ее. Ханновка подходит к Тампопо и спрашивает, почему они охотятся на него, и она отвечает, что неудивительно, что мисс Добрая Душа ничего ему не сказала, и что она просто хочет его тело и то белое вещество внутри него. Услышав это, Анока краснеет и думает, что он все правильно расслышал, но Аяка говорит ему не верить всему, что говорят его враги.
Тампопо спрашивает, почему они так спокойны, ведь им еще нужно поймать последнего члена их команды. И тут с потолка начинает капать какая-то черная вязкая жидкость, которая вскоре полностью их окутывает. Из этой жижи появляется Мэй и освобождает своих друзей. Затем она похищает Ханоку и исчезает вместе с ним в полу под ними, оставив своих 4 друзей разбираться с Аякой. Она радуется своему успешному побегу, но забывает, что она всего лишь второстепенный злодей и скорее комический персонаж, чем антагонист сюжета. Вскоре Аяка разрушает пол и смотрит на нее сверху вниз, а остальные 4 ведьмы лежат на земле. Она спускается и идет к Мэй, но та говорит ей придержать коней, иначе ее волк откусит Ханоке голову. Да, я не понимаю, почему они все так ополчились на его шею. И Дака говорит ему, что волноваться ни о чем. Она поджарит эту женщину и продолжает идти вперед. Мэй встает, держа Ханаку в заложниках, и приказывает своему волку укусить его за шею, чтобы предупредить Аяку. Но вместо того, чтобы разозлиться, Аяка поджигает ее и отбрасывает в сторону, позволяя Ханоке сбежать. Удивительно, но с его шеей все в порядке, а укус волка остался на шее Аяки. Увидев это, Мэй убегает, а ее друзья тоже отступают. Позже, в тот же день, Ханака открывает глаза в классе Аяки и видит, что она носит шарф на шее, хотя сейчас лето. Она извиняется перед ним и говорит, что хотела, чтобы он жил нормальной, спокойной жизнью, но если так будет продолжаться, то ведьмы башни будут его преследовать. Затем она говорит, что чтобы вернуть свою прежнюю жизнь, они должны сами что-то предпринять и победить того, кто стоит за всем этим. Но проблема в том, что она не знает, кто это может быть. Выслушав ее, он задумывается обо всем происходящем и понимает, что это он виноват в том, что она пострадала и прячет свою рану под шарфом. Он просит ее рассказать ему все и сделать его своим учеником, потому что он больше не хочет, чтобы она сражалась одна. Тем временем где-то в кафе директриса школы и мать Аяки, Казане, встречается со своей давней соперницей и злодейкой Кронвайр после 130-летнего перерыва. Кронмар говорит ей, что она узнала, что ученики Медузы устроили драку с ее людьми, и она, возможно, захочет присоединиться к веселью. Позже, в те же выходные, Ханука получает звонок от Аяки. Она просит его встретиться с ней на улице. Он думает, что это похоже на свидание, но на самом деле она просто рассказывает ему правду о ведьмах и обо всем, о чем он спрашивал. Она говорит, что они пойдут в школу, но по дороге остановятся в кафе, чтобы перекусить. По дороге к месту назначения Аяка рассказывает ему историю о ведьмах и объясняет, что в этом мире есть два типа ведьм. Ведьмы-ремесленницы и ведьмы-башенщицы. Ведьмы-ремесленницы – защитники этого мира, они создают мастерские в местах, где собираются люди и строят города. Их задача – следить за тем, чтобы магия в этом мире не использовалась во зло. И они открывают мастерские в разных сферах и живут там, поэтому их называют ведьмами-ремесленницами. С другой стороны, ведьмы башни – эгоистичные люди, которые не подчиняются никаким законам. Они используют свою магию в корыстных целях и часто причиняют вред другим. Затем она говорит, что если он попадет к ним в руки, то миру придет конец и все погибнут. После этого они заходят в кафе и делают заказ. Когда заказ готов, к ним подходит официантка и начинает разговаривать с Аякой высоким голосом. Аяка смотрит на нее с раздражением, но слушает все, что она говорит, и замечает, что Коннери в городе и сюда приезжает все больше ведьм башни. Ханупа замечает, что девушка на самом деле является вице-президентом школьного совета и что она тоже ведьма-ремесленница, как и Аяка. Когда Аяка допивает свой напиток, они выходят из кафе и идут в торговый центр, чтобы купить одежду. Пока она ходит по магазинам, Ханака Номис, милая девушка, помогает потерявшемуся ребенку и подходит к ней. Девочка смотрит на него, достает блокнот и подтверждает, что это тот самый парень с фотографией. Затем она пинает потерявшегося ребенка как НПК, перепрыгивает через Ханаку с мечом и оказывается ведьмой башни. Его друзья тоже подходят сзади и нападают на Аяку. Аяка поджигает их и прыгает вперед, чтобы спасти своего парня-принца. Одна из ведьм башни использует огнестрельное оружие в американском стиле и начинает стрелять в них из пистолета. В ответ Аяка использует технику пуленепробиваемого плаща в стиле Бэтмена и отражает все пули. После этого она встает, копирует огненную атаку Эйса и надирает им задницы. Затем подходит к ним, держа на руках своего мальчика-принца, и отпускает их как агент 7. Закончив свои дела в торговом центре, они идут в школу, и Ханака извиняется перед ней за то, что втянул ее во все это. Он спрашивает, не лучше ли было бы просто запереть его или посадить под замок, но она говорит, что ему не стоит беспокоиться об этом, и что она всегда будет его защищать. После этого она говорит ему усердно учиться, потому что быть ее учеником будет непросто. Услышав это, Анока радуется и решает стать сильнее. Вскоре они приходят в школу, и Аяка говорит, что школа на самом деле является одной из мастерских, а затем ведет его в кабинет директора и знакомит с матерью Казане. Казане ругает Аяку за то, что она разгромила торговый центр, и говорит, что в мастерской ведьмам не положено портить чужое имущество. А потом говорит Ханаке, что
по традиции ведьм-учениц представляют своим наставникам в первый день. Поэтому она и привела его сюда. На следующий день Аяка берет Ханаку на тренировку, но по дороге на них нападает Тампопо и ее команда Ракета. Кана спрашивает, хорошая ли эта идея, потому что Аяка практически непобедима, и Тампопо отвечает, что они нападут на нее в быстром темпе, то есть просто набросятся на нее. Аяка говорит Ханоке, чтобы он был внимателен, а затем отправляет этих безмозглых идиотов в полет прямо как их покемонов. Очевидно, что Ханака ничему не научился. После этого они возвращаются в школу, и Ханака открывает свой шкафчик, но его затапливает волной угроз и писем с ненавистью. Кто-то даже подложил ему куклу Вуду. Аяка замечает, что это должно быть дело рук ее фанатов, и что ему не стоит беспокоиться, потому что они больше не причинят ему вреда. Несмотря на это, он замечает ненавидящие взгляды окружающих, когда садится рядом с ней, готовится к экзаменам вместе с ней, играет с ней в спортивные игры. И даже ходит в школу и обратно с принцессой, которой все восхищаются. После школы Ханака собирается потренироваться в магии, но Аяка идет с ним на автобусную остановку и говорит, что знает, как он устал, поэтому сегодня они отдохнут. Они садятся в автобус и едут домой, но по дороге Аяка замечает впереди летающую волшебную рыбу и смотрит на пункт назначения, который меняется с ближайшей остановки на тупик. Она тут же встает, оборачивается и видит, что на заднем сиденье сидит Хроновеев. Весь автобус пуст, даже водителя нет, а автобус едет с помощью ее магии. Она говорит Ханоке, чтобы он оставался на месте, и поворачивается к Ромнару, которая подходит к ней и представляется. Аяка собирается выпустить огненное заклинание, но Хроновеев останавливает ее, используя свою магию диктатора. Затем она накладывает на нее мощное заклинание, но, как она и ожидала, на Аяке нет ни царапины. Ханофа не знает, насколько сильна Аяка, и по-идиотски встает перед ней, будто защищая. Кренвайр смотрит на это и говорит, что сколько бы раз ее не пытались убить, ей ничего не будет. Затем она подходит к Ханофе и просто наносит ему удар в живот. Ханофа падает на колени и начинает плакать, но она говорит ему перестать вести себя так, будто ему больно, и встать на ноги. Ханофа не понимает, что она говорит, но потом осознает, что ему не больно, и его тело действительно не пострадало. В этот момент Аяка падает на землю, и Ханофа замечает, что у нее идет кровь из того же места, куда он был ранен. Кренвайр говорит ему, что это из-за особой способности, называемой передачей урона, благодаря которой, пока они рядом, любая его рана передается ей. Она объясняет, что эта способность у нее появилась из-за контракта с ним, который позволяет ей использовать его силу, чтобы стать непобедимой ведьмой. Но при этом она должна защищать его от любых опасностей. Затем она говорит ему, что если он хочет спасти ее, то должен отдать ей больше своей силы, используя белую субстанцию внутри себя. И она знает, что он не думает о том, о чем вы все думаете. Она говорит о духе, который живет внутри него, как девятихвостый лис из Наруто. Она дает ему волшебную конфету и говорит, что если он ее съест, то сможет раскрыть свою истинную силу. Затем она пытается заставить его съесть конфету силой, но Аяка не позволит какому-то толстяку-извращенцу украсть ее первый поцелуй. Поэтому она выпускает струю зеленого пламени и отталкивает его. Да, все это происходит благодаря сюжетной броне. Затем она говорит Ханоке, что на некоторое время превратится в кого-то другого, заберет у него немного магии и станет самой горячей мамочкой в сериале с зеленым пламенем и силой дракона. Она мгновенно одолевает Крауир и пронзает ее барьер, попадая ей в горло. Но затем Крем-Нара заставляет ее отступить и оставляет их на автобусной остановке. Ханока просыпается первым и видит, что рана Аяки зажила, но она не просыпается. Он отводит ее в больницу, и медсестра говорит, что она просто устала и скоро проснется. После этого он возвращается домой, находит в кармане завернутую конфету и понимает, что это та самая волшебная сфера, которую Кранаир пыталась ему дать. Он решает спрятать ее от Аяки и кладет в ящик на случай, если она ему понадобится. Он также думает о том, что Кранаир сказала про контракт Аяки с ним, и не означает ли это, что он знал ее до того, как они встретились в школе. На следующий день Аяка арендует весь спортзал для тренировок Ханоки. Она дает ему его собственную экипировку для занятий ведьмовством и объясняет, как ей пользоваться. Она говорит ему попробовать подпрыгнуть повыше, и он пробует. К его удивлению, он чувствует себя намного легче и может подпрыгнуть почти до крыши спортзала. Затем она ловит его, когда он приземляется, и просит повторить. Ханока поднимает ее и замечает, что она очень легкая, и говорит, что когда они снимают мантию, их тело становится легче. Затем она вытягивает правую руку вперед и немного поворачивает запястье, и в ее руках появляется волшебная метла. Она говорит ему, что метлы хранятся в плащах, и их можно вызвать, сделав вот так. Пано попытается сделать то же самое, но у него получается вызвать только разочарование, когда метла не появляется. В этот момент у Аяки звонит будильник, и она говорит, что время вышло.
Вдруг открывается дверь, и в зал заходит много студентов, и Хановка начинает паниковать и говорит, что им нужно спрятаться, иначе их увидят в этих нарядах. Но, к его удивлению, никто не обращает на него внимания, и он задается вопросом, не стал ли он настолько прозрачным, что на него даже не смотрит. Но Аяка говорит, что это из-за мантий, которые они носят, и на них есть заклинание, которое не дает другим людям их замечать. И они подсознательно избегают их, когда проходят мимо. Затем они выходят, и она спрашивает, боится ли он высоты, а потом хватает его и поднимается на метле высоко в небо. Она говорит, что они будут тренироваться летать вот так, пока он не научится управлять метлой. И объясняет, что обычно ведьмы патрулируют территорию, чтобы убедиться, что в их секторе все в порядке. Кроме того, в их школе всегда есть 5 сильных ведьм, которые патрулируют территорию, чтобы убедиться, что в школе безопасно. Полетав немного и даже вздремнув, Аяка отвезла их обратно в школу, но по дороге Ханока остановил ее, показал вниз и сказал, что над ребенком издеваются и грабят. И они должны это остановить. Но Аяка сказала ему, что это дело полиции, а их работа защищать город от злых ведьм, и они не вмешиваются в дела обычных людей, потому что те никогда не должны узнать об их существовании. Анупа не верит этому и вызывает свою метлу, спрыгивает с нее и едва успевает спасти ситуацию, не упав насмерть. А затем врезается прямо в хулиганов и сбивает их с ног, как в автомобильной аварии. Они все набрасываются на него, но Аяка вовремя появляется и сжигает их дотла своей магией. Анупа спрашивает, почему они не напали на обычных людей, и она отвечает, что они были ведьмами, поэтому смогли заметить его, хотя он был в мантии. Оказывается, девочку, которую грабили, зовут Ханука. Она подруга Касуми из той же школы и не ведьма, поэтому не видела, как все произошло. Тем временем в городе Ротенберг мы видим, что Медуза находится под самой строгой охраной, которую только может обеспечить город. Каким-то образом ей удается сломать печать и сбежать из тюрьмы. И первыми, кого она решает навестить, оказываются ее ученики, команда Тампопа Ракет. Но прежде чем она с ними встретится, мы видим, как Тампопа и ее друзья сидят в ресторане и придумывают план, как поймать Ханаку и победить Аяку. Это сложная задача, потому что один из них практически непобедим, а другой постоянно выделяет феромоны, которые привязывают его к нему как домашнего питомца. Во время обсуждения Рин предлагает вообще перестать нападать на Аяку и подождать, пока Ханака останется один, а потом схватить его. Они решают согласиться с этим планом, но перед тем, как уйти, к ним подходит Кремора и говорит, что хотела бы присоединиться к их маленькому плану. На следующее утро Ханака просыпается, спускается вниз, чтобы умыться и собраться в школу. Его сестра Касуми приветствует его и помогает ему уложить волосы с помощью расчески и фена. При этом она спрашивает его о звонке, который он получил от девушки на прошлых выходных. Он не хочет говорить ей, что самая горячая девушка в их школе называет его мастером, поэтому решает соврать и говорит, что это была просто система звонков в их классе. И номер девушки был первым в списке, и она позвонила ему, чтобы сказать, что в понедельник у них будет веселый день. Касуми удивляется, правда ли это, и спрашивает, почему он так быстро ушел после звонка, и он начинает потеть. Он придумывает очередную отговорку, но она догоняет его и говорит, что может запросто обжечь ему волосы феном на максимальной мощности. Она говорит, что знает, что он встречался с Аякой, и что она тоже об этом слышала. Потому что они учатся в одной школе, и что над ней часто издеваются, потому что ее брат все время проводит с принцессой. Она спрашивает, какие у них отношения. Он не знает, что ответить, но тут их мама Камачи говорит, что завтрак готов, и Касуми отпускает его, говоря, что вечером зайдет к нему в комнату поговорить. Тем временем Аяка ждет Ханаку на автобусной остановке, и на нее нападают 3 ведьмы из банды Тампопа. После завтрака Ханака вспоминает, что сегодня ему нужно было встретиться с Аякой пораньше, и бежит на остановку. На бегу он спотыкается о ловушку, которую Тампопа и ее игрушечные солдаты-кролики устроили на дороге. Они хватают его и валят на землю, и она говорит, что сейчас ее друзья избивают Аяку до полусмерти, потому что знают ее слабое место. Оказывается, Кронор рассказал им секрет неуязвимости Аяки и то, что если разлучить ее с Хонакой, она станет слабее. В этот момент 2 ее солдат уносит в космос огромная нога. Тампопа удивляется, куда они делись, но потом поднимает голову и видит огромного игрушечного медведя, который играет с ее солдатами. Оказывается, это все проделки Касуми, и она тоже ведьма из мастерской. Тампапа разозлился на нее за то, что она разрушила их план, который наконец-то удался, и напал на нее, огромного солдата, и вскоре между ними завязалась битва титанов. Кролик и медведь сражаются друг с другом, но медведю-титану удается повалить морковного едока. Когда кажется, что медведь победит, кролик наносит ответный удар щенячьими глазками, или лучше сказать кроличьими глазками, и застает медведя врасплох, атакуя его глаза. Они продолжают бороться, используя приемы из рестлинга. Медведь пытается впечатать кролика в землю, а затем швыряет его на провода, как Гоку, раскручивая вокруг него. Кролик падает, но затем, используя перчатки с шипами и ядовитый газ, наносит ответный удар. В конце концов, они
они оба бьют друг друга левым хуком, но медведь успевает нанести удар первым и отбрасывает кролика на землю. В этот момент появляется дикий скелетный тираннозавр и использует захват. Касуми оборачивается, чтобы посмотреть, что это за покемон, и замечает, что это Рин со своим мертвым питомцем. Там папа и Рин окружают ее и сражаются двое против одной, но Касуми использует свою секретную технику, неожиданный удар, и превращает своего медведя в колоссального титана. Затем она раздавливает кролика и скелета ногой и в итоге разрушает больше зданий, чем террористы 11 сентября. После этого она слезает со своего медведя и подходит к Ханоки, который сидел на земле и смотрел на это, мечтая о попкорне. Ханака спрашивает, что это было, и она спрашивает, кто, по его мнению, защищал его все эти годы, когда принцессы не было рядом. Услышав принцессу, Ханака берет ее за руку и говорит, что им нужно спасти Аяку, но Касуми отвечает, что эту корову монстра не нужно спасать, а только исцелить, и указывает на нее, сидящую на медвежьей лапе и читающую книгу. Арака спускается, и Ханака сразу подбегает к ней и начинает благодарить за то, что она в безопасности и сражалась с ведьмами вместо него. Увидев это, Касуми злится и спрашивает, почему он благодарит не ее. Затем она говорит Аяке, что они договорились, что она будет защищать его, когда он дома на каникулах и выходных, а она будет отвечать за автобус и школу. Но она взяла его с собой на выходных. Пока они спорят о том, кто будет присматривать за ним, он понимает, что все, что Касуми сказала утром о том, что над ней издеваются и что она ничего не знает об Аяке, было ложью. И она говорит, что просто дразнила его, как и положено младшей сестре. Затем она говорит Аяке, что директриса сказала им, что в городе сейчас больше 30 ведьм, но они ничего не предпринимают, а значит скоро что-то случится, так что будьте начеку. Тем временем мы видим, как Казнаи включает телевизор и видит, что половина города разрушена из-за битвы Касуми и Тампопа. И думает, сколько еще денег ей придется потратить, чтобы покрыть ущерб. Аяка говорит, что может быть она хотела бы защищать Хануку 24/7 и что им стоит переехать к ней. С другой стороны, Крема Нуар готовит что-то, пока приказывает своему Кроко-мальчику захватить всех ведьм в городе и собрать их на своей базе. В то же время Казан получает звонок от Ротенбурга, который сообщает ей о побеге Медузы. На следующий день Аяка идет к матери Ханаки и Касуми, чтобы попросить у нее разрешения оставить Ханаку у себя на 24 часа. К их удивлению, их мать Камаши сразу же соглашается и начинает рассказывать им историю из своего детства. Она говорит, что когда она училась в старшей школе, она подружилась с сильной девушкой, которую звали Зуб Дракона. Этой девушкой была никто иная, как мать Аяки, Казан. Они стали такими хорошими подругами, что решили пожениться, но это было еще до 2023 года. Поэтому им пришлось выйти замуж за мужчин и в итоге пообещать, что их дети поженятся друг с другом. Это значит, что Аяка и Ханока были помолвлены еще до своего рождения. Услышав все это, Касуми отказывается так это оставлять и говорит, что не позволит своему Аничану уйти. Камачи говорит ей, что она должна повзрослеть и что она все еще настаивает на том, чтобы остаться с ним, и заставляет его делать для нее все, что угодно. Она говорит, что это ее право как младшей сестры, и когда все остальное не помогает, Камачи толкает ее на землю, прижимает и говорит Ханоке собирать вещи и убегать. После этого они оба уходят, и Аяка спрашивает его, не против ли он жить с ней один. Он говорит, что в мире нет парня, который бы не хотел жить с ней. Не стесняйтесь оставлять свои комментарии в разделе для отзывов, а потом говорит, что это почему-то вызывает у него ностальгию. Аяка пытается закончить его мысль, говоря, что кажется, будто мы давно знакомы, но почему-то не можем вспомнить, когда это было. Она говорит, что у нее тоже туманные воспоминания, но единственное отличие между ними в том, что она помнит свою миссию защищать его ценой своей жизни. Она говорит, что по ее мнению кто-то, обладающий такой же силой, как у них, сделал их такими, и это, похоже, было запланировано. Вскоре подъезжает ее машина, и водитель открывает им дверь. Ханака понимает, что быть дочерью директора школы значит быть очень богатой. Они приезжают к ней домой, точнее в ее особняк. Их встречают сотни служанок, и Аяка говорит, что ее комната находится на одном из верхних этажей, поэтому они поедут на лифте. Поднимаясь, Ханака задается вопросом, кто живет в 41-этажном доме, и они приезжают в комнату Аяки. Они открывают дверь и заходят, но обнаруживают, что 3 служанки, которые должны были их встретить, превратились в камень, а позади них стоит Медуза и говорит, что устала их ждать. Аяка заходит внутрь и говорит Ханоке, что он должен остаться на 12-м этаже, и закрывает за собой дверь лифта. Аяка превращается в огненного мага и начинает сражаться со змеей изо всех сил. Тем временем по ту сторону двери Ханока недоумевает, почему Аяка велела ему уйти, ведь раньше она всегда просила его быть рядом. Он думает, что это потому, что враг очень силен, и говорит, что если отойдет слишком далеко, Аяка потеряет свою неуязвимость. Поэтому вместо того, чтобы делать то, что она сказала, он будет делать то, что у него получается лучше всего, не будет слушаться приказов. В этот момент дверь лифта плавится, и Аяка падает на пол. Она говорит Ханоке, чтобы он взял свою метлу и бежал,
потому что в сценах сражений он всего лишь пушечное мясо, которое погибает в качестве сопутствующего ущерба. Однако у Медузы другие планы, и она использует свое проклятие, чтобы превратить Аяку в камень. Ханока просит ее отпустить Аяку и обещает сделать все, что она скажет, но Медуза отвечает, что не может этого сделать, потому что она не такая глупая, как он. Ханока вспоминает, что у него в кармане все еще лежит та конфета, которую он взял с собой, когда они решили жить вместе. Он достает ее и ломает печать, выпуская наружу белую субстанцию, и внезапно в комнате появляется беловолосая красавица, похожая на вампира, и представляется белой принцессой Эвермиллион. Минуста бросается прямо на нее, но Эвермиллион взрывом выбрасывает ее из здания вместе со зданием и демонстрирует часть своей силы в этой атаке. Тем временем Казане смотрит в окно, чтобы отдохнуть после тяжелого рабочего дня, и видит, как ее многомиллионная империя превращается в руины. Она думает, что это должно быть дело рук Медузы, и вызывает свою помощницу, чтобы собрать всех ведьм в городе и выследить змею. С другой стороны, Эвермиллион говорит Ханоке, что Аяка превратилась в камень, потому что он не верил в ее силу, и чтобы снять с нее проклятие. Он должен снова поверить в нее и испытывать к ней чувства. Проще говоря, ему нужно поцеловать ее как Белоснежку, чтобы разбудить. После этого она исчезает и говорит ему, что нужно быть осторожным, чтобы не пришлось ее звать. В этот момент Медуза возвращается и на этот раз приводит с собой своих учеников и команду Тампопа. Ханока целует Аяку, снимает с нее каменную печать и во время боя держится рядом с ней, как приклеенный. Аяка одним ударом уничтожает команду Тампопа, а затем сражается с Медузой 1 на 1. Они дерутся на равных, и Медуза снова пытается превратить ее в камень, но Аяка просто пробивает ее защиту силой огня, любви и брони. Во время боя Ханока очень устает и засыпает, обнимая Аяку в воздухе. Вот это называется «прицепился», да? Позже той же ночью он просыпается в школьном медпункте и видит, что Аяка сидит рядом с ним. Он спрашивает, не сон ли это. Она говорит, что все было по-настоящему, и отодвигает занавеску, за которой Медуза и ее ученики лежат на соседней кровати. Ханока начинает паниковать, но Аяка говорит, что все объяснит позже, но они больше не будут нападать на них. После этого она снова задергивает шторы, целует Ханоку и говорит, что теперь ее очередь. Позже они решают вернуться к нему домой, потому что ее дом буквально взорвался. Касуми уходит на ночь, чтобы выполнить задание Казани, а Аяка и Ханока возвращаются домой к его маме. На следующее утро Касуми возвращается домой после безуспешных поисков Медузы всю ночь. Она решает зайти к Ханоке в комнату и застает там Аяку, которая сидит на нем и рассматривает его печать. Она злится, что ее мама разрешила Аяке остаться с ним, и грубо отвечает ей за завтраком. Камачи не выдерживает и впадает в депрессию. Ханопа ругает ее за то, что она плохая дочь, и заставляет извиниться, но уже слишком поздно, и Камачи просто лежит в постели и ни с кем не разговаривает. Ханака звонит на работу и говорит, что заболела и не придет, а затем уходит в школу раньше всех. В школе проходит собрание студенческого совета и клуба поклонников Аяки. Президент сходит с ума от того, что прошло уже 2 недели, как Ханака сблизился с принцессой, а никто ничего не предпринимает. Она обращается к вице-президенту, но та тоже отказывается и говорит, чтобы она успокоилась, потому что Аяка сама сказала, что не потерпит, если кто-то причинит вред Ханоке. Услышав это, президент поворачивается к своему советнику и учителю по естественным наукам Кётера-сенсею и говорит ему, что она знает, что он советник только потому, что он слишком мягок, чтобы сказать «нет», и что ей надоело, что он бесполезен. Если он ничего не сделает с Ханокой, то она и школьный совет исключат его. Позже тем же утром Кётера подходит к Аяке и ее питомцу и говорит, что ему нужно с ними кое-что обсудить, и просит их пойти с ним в лабораторию. Он прямо говорит им о проблеме и объясняет, что он советник школьного совета. Ханака доставляет ему неприятности и говорит, что с тех пор, как он перевелся сюда на 2-й год обучения в старшей школе, он, вероятно, не знает, какой была Аяка в 1-й год. Затем он объясняет, что по традиции на осеннем фестивале культуры все ученики голосуют за самого выдающегося ученика, который будет их примером для подражания в старшей школе Тэцу. Кандидатов выбирают по внешности, оценкам, спортивным достижениям, харизме, привлекательности и другим критериям. Победителя называют принцем или принцессой. Затем он говорит, что проблема в том, что когда о студенте начинают ходить странные слухи, все усложняется. Особенно если в этом замешан парень. Ханока пытается защитить свою репутацию, но Кёчуру говорит, что неважно, какие у них настоящие отношения, потому что она не принадлежит ему, она принадлежит школе. Так что будет ли он так любезен держаться от нее подальше? Ханока с грустью думает об этой ситуации, и Аяка просит его перестать грустить. Она говорит, что эта традиция берет начало из легенды, в которой
говорится, что давным-давно с небес спустился ангел и стал учиться вместе с обычными людьми. Поэтому, будучи принцессой, она занимает высокое положение. Киодашира подтверждает это и говорит, что иерархия выглядит примерно так: директор, принцесса, студенческий совет, учителя и обычные ученики. Будучи дочерью директора, Аяка уже занимает две высшие должности, и никто не может указывать ей, что она может и чего не может делать. Но проблема в том, что студенческий совет может уволить ее, и Аяка говорит, что у нее есть план, и им просто нужно его ускорить. Кёкушира говорит, что рад слышать, что у нее есть план, а затем говорит, что теперь они перейдут к настоящей проблеме, из-за которой он их позвал. Он достает магический инструмент и с его помощью телепортирует Аноку и себя в другое измерение. Он говорит, чтобы тот не волновался, а затем достает маленький шар, похожий на магическую конфету, которую дал ему Кроунвар. Он говорит, что это уменьшенная копия, и настоящей должно быть было неприятно, когда она попала ему в горло. Ханака удивляется, откуда он знает про конфету, потому что он никому об этом не рассказывал, кроме Аяки. Кёкушира объясняет, что они здесь, потому что Ханака использовал одну из этих конфет, чтобы призвать белую принцессу, которая запечатана внутри него. Он объясняет, что всего существует 5 печатей, и одна из них уже сломана, и он подозревает, что скоро директриса станет его врагом. Он говорит, что руководство мастерской поручило ему присматривать за ней, потому что она очень сильная ведьма. Благодаря ей он может жить свободно, но при условии, что 5 печатей останутся нетронутыми. Теперь одна из них сломалась, и скоро остальные тоже начнут разрушаться, и никто не сможет это остановить. Единственное решение — запечатать Ханоку с помощью директрисы, но, к счастью, сейчас она занята Медузой и не знает о печатях. Но скоро она узнает о них и о том, что они скрывают Медузу. Он говорит, что хочет помочь ему, и если бы не принцесса, он был бы его опекуном, и предлагает ему бросить эту сучку и пойти с ним. Но Ханока даже не думает об этом, и тут Аяка прорывается сквозь пространственный барьер, втыкает Кёхира в землю и забирает Ханоку. Кёхира, однако, выживает благодаря технике замены и уходит. После этого Аяка приводит Ханоку в зал для выступлений и просит его объявить всем ученикам, чтобы они собрались в спортзале. Когда все приходят, она поднимается на сцену и впервые в истории Доты проявляет интерес к школьной политике. Она произносит яркую речь о том, что заботится о будущем школы, и говорит, что снимает с президента студенческого совета полномочия и назначает Ханоку своим кандидатом на пост нового президента. Затем она сама становится вице-президентом и увольняет предыдущего вице-президента и его заместителя. Позже Ханока выступает с речью перед комитетом студенческого совета и говорит, что знает, что сейчас он никому не нравится, но он докажет, что достоин, и завоюет их доверие. Тем временем Касуми не нравится, что Аяка командует ее братом, и она решает вернуть его силой. Она готовит ловушку и следует за ними после школы. Когда они оба заходят в магазин игрушек, Ханока выходит на улицу подышать воздухом, и Касуми похищает его с помощью своего медведя. Сбивает Аяку машиной и усыпляет ее с помощью инъекций. Затем она заставляет медведя управлять самолетом, который она сделала, разобрав половину их дома, и говорит, что они убегут в лес и будут жить там вдвоем. Она говорит, что слышала все, что учитель говорил Ханоке, и что скоро директриса станет его врагом, а ее дочь тоже. Вдруг они замечают огромную тень над ними и поднимают головы, чтобы увидеть, что над ними летит дракон, на котором сидит никто иной, как сама принцесса Пламени. Аяка решает показать им, кто здесь главный герой, и начинает стрелять в них огненными заклинаниями. Касуми пытается увернуться от атак, которые разрушают половину города, а затем врезается в здание, и все падают. Аяка прыгает вниз и спасает их, ловя и смягчая их падение. Затем она отводит их домой и укладывает спать. Позже той же ночью Ханока просыпается и извиняется перед Аякой за то, что сделала его сестра, но Аяка говорит, что не обижается. Ведь Ханока просто бросила в нее машину и уложила спать, сказав пару слов. Она даже восхищается Ханокой за то, что та такая заботливая сестра, и спрашивает, не стоит ли ей тоже вести себя как младшая сестра. Ханока говорит, что она скорее будет старшей сестрой, и они обсуждают это всю ночь. В конце концов, Аяке это надоедает, и она засыпает, а Ханока укладывает ее в свою кровать. Затем он смотрит на их сумки и замечает, что игрушки, которые он купил для нее и Касуми, порвались во время вчерашней драки, и расстраивается. Тем временем Камачи получает сообщение от Казаны, которая хочет поговорить с Аякой и ее сыном. На следующее утро Казаны приходит к ним и вместе с Камаши и Касуи отправляется за покупками. Аяка встает пораньше, чтобы приготовить завтрак для Ханоки и себя, а Ханока просыпается и видит ее на кухне. Он удивляется, какая она красивая, садится рядом с ней и наслаждается завтраком. На заднем плане мы видим Тампопо и ее банду, которые остановились в их доме вместе с Медузой и пытаются поймать Ханоку. Они спрашивают Медузу, почему они так послушны принцессе, и она отвечает, что они проиграли битву
по всем правилам и теперь должны подчиняться победителю. Кроме того, пока их цели совпадают, ей не нужно ничего предпринимать до подходящего момента. Но если они все еще хотят попробовать, то могут схватить Ханаку, когда Аяки нет рядом. Услышав это, они поднимаются наверх и ждут, пока Аяка уйдет, чтобы похитить Ханаку. Но, к их удивлению, принцесса не смыкает глаз и всю ночь сидит рядом с ним, а потом уходит готовить завтрак. Похоже, ей тоже не нужно столько же сна, сколько обычному человеку, и это еще один факт о ней. Тем временем в гостиной Ханака и Аяка разговаривают о Казане и его маме, а потом вместе идут в прачечную, потому что начинается дождь. В этот момент Казан и остальные тоже возвращаются, и Аяка выходит их поприветствовать. Ханака идет в ванную, чтобы вытереться, и заходит внутрь, но видит, что Мэй и другие девушки выходят и хватают его за то, что он извращенец. Они выходят в главный зал, и все смотрят на них. Казане усыпляет Камаши и Касуми, а потом говорит Аяке, что они собираются схватить их и заставить рассказать, где находится Медуза. Они оба вызывают свои метлы, но вместо того, чтобы лететь вперед, Аяка разворачивается, сталкивается с матерью и говорит, что не позволит ей их схватить. Казане просит Ханаку сказать ей, чтобы она прекратила вести себя эгоистично, и что она больше не может так поступать. Ханака вспоминает слова Киёхиры и понимает, что она действительно скрывала от матери Медузу и остальных, и решает поверить ей и говорит, что они не могут позволить себя схватить. Аяка Роджерс кричит Медузе и говорит, что они сейчас же заключат сделку. Медуза с радостью соглашается, выходит из укрытия и кусает Аяку, в результате чего они сливаются воедино. Аяка ненадолго теряет сознание и видит видение, которое объясняет, что произошло между ними, когда Медуза напала на них в доме Аяки. Они заключили контракт, чтобы Аяка могла получить силу для борьбы с матерью, а Медуза – нового преемника, в которого она сможет передать свои силы. С этого момента Аяка пообещала защищать Медузу и ее учеников от матери до подходящего момента. Оказывается, Казане до сих пор не понимает, почему Медуза объединилась с Аякой и несет какую-то чушь. Медуза смеется над ней, и они обе начинают драться. Казане атакует Аяку своей метлой. Аяка блокирует удар, а затем превращает ее в камень с помощью своих глаз. Но Казане хватает ее за воротник и толкает на землю. Несмотря на это, Аяка превращает ее в каменную статую, встает и уходит, извиняясь. Но тут ее бьют по заднице, и Казане, собрав всю свою волю в кулак, пробивает каменную печать и снова хватает ее за воротник. Она говорит, что Аяка думает, будто это все, что нужно, чтобы победить ее, и спрашивает, не странно ли, что она запыхалась после одного удара в спину. Затем она объясняет, что это потому, что ее неуязвимость, дарованная Вермиллионом, исчезла, потому что она ненавидит нечистоту и, объединившись с Медузой, стала намного слабее. Затем она говорит ей, что нужно быть готовой к драке, но Ханока использует свою силу, чтобы поменяться с ней местами, и в итоге получает удар вместо нее. Через некоторое время он просыпается в тюремной камере, где уже находится Аяка. Она пытается сжечь металлические прутья, но это бесполезно. Она объясняет, что они находятся в одной из камер для наказания ее матери, и их слияние с Медузой уже закончилось. Это худший сценарий, потому что Медуза сейчас на допросе, и их секрет раскрыт. Затем она говорит, что ее мать однажды сказала ей, что бы ни случилось, даже если она умрет, она не должна допустить, чтобы печати Ханоки были сломаны, потому что пока печати на месте, она гарантирует их защиту в школе. Но теперь, когда их нет, они потеряли эту защиту, и Ханока стал угрозой. Она говорит, что единственный выход – победить ее мать. Она объясняет, что она настоящий спортсмен, и если они победят ее, она точно присоединится к ним. Ханока вспоминает, как они оба получили от нее по заслугам, и спрашивает, как они собираются это сделать. Но Аяка говорит, что есть способ, и он связан с силой Ханаки. Тем временем в школе Казан наслаждается игрой в шашки с Хроновайром и спрашивает ее о Медузе. Казан говорит, что она была в восторге от того, что сможет помучить эту змею, но потом пришли ведьмы из мастерской Ротенберга и забрали ее, так как получили официальный приказ из штаба, и ей пришлось сдаться. Пока она сердито пьет чай, думая о том, как весело было бы с Медузой, здание школы взрывается, и она видит, как Аяка и Ханока стоят на обломках у входа в их тюрьму. Она вылетает наружу и говорит Аяке, сколько раз она просила ее не разрушать здание, но Аяка отвечает, указывая на нее мечом и говоря, что она победит ее. Казане спрашивает, почему она должна с ней сражаться, и велит ей надеть форму и спуститься с этой дурацкой крыши. Она ругает их обоих за побег из тюрьмы и велит им идти домой, а завтра они помогут ей убрать весь этот беспорядок. Аяка и Ханока возвращаются домой и понимают, что Казане не узнала печати, и решают, что все будет хорошо, если он не узнает. Той ночью Ханока и Аяка спят вместе, и между ними ничего не происходит. Из-за близости к ней Ханоке снится странный сон, в
котором он видит воспоминания из прошлого Аяки, когда Казаны нанял дочерей двух ведьм, чтобы они подружились с его дочерью и присматривали за ней. Позже эти две ученицы стали первыми членами фан-клуба Аяки и заняли третье место в студенческом совете. Кейн и Тока быстро подружились с Аякой и поняли, что она не умеет общаться с другими людьми, но в то же время она потрясающая ученица в плане обаяния, учебы и спорта, если ее научить. В тот год они начали восхищаться ею, влюбились в ее характер и создали целую группу кораблей, что в итоге привело к тому, что ее назначили принцессой. Но однажды Аяка встретила Ханоку, когда он шел по улице со своей сестрой, и эта встреча что-то зажгла в ней. И она пошла к своей матери и сказала, что наконец-то нашла того, кого должна защищать ценой своей жизни. Так Аяка стала защитницей Ханоки. На следующее утро Касуми просыпается, идет на кухню, гадая, что же произошло вчера, и открывает дверь, а там стол завален подарками от команды Тампопо Ракет. Касуми отпустила их, потому что ее интересовала только медуза, и поскольку идти им было некуда, они решили остаться у них дома. Да, Касуни это не нравится. Она идет будить Ханоку, но снова натыкается на Аяку, которая в этот раз одета в форму медсестры и говорит, что проверяет состояние его печатей. После завтрака они все вместе идут в школу, и кажется, что все вернулось на круги своя. Шкафчик Ханоки снова забит письмами с угрозами и просьбами уйти из школьного совета. А он, как обычно, получает двойки на уроках, даже если старается. Во время обеда Ханока и Аяка спускаются в столовую, но вдруг слышат звон разбитого стекла и бегут вниз, чтобы увидеть, как какие-то ученики все ломают и устраивают беспорядок в школе. Вскоре вся школа превращается в зону беззакония, где дети гоняют на мотоциклах, продают сигареты и все такое. Панова спрашивает, что происходит, и Аяка говорит, что это похоже на бунт. Тампопо, президент школьного совета, вмешивается и говорит, что это вина Ханаки, и тут они видят, как Тока толкает на землю девушка по имени Реймонд. Она дает Ханоки письмо, в котором просит его прийти в спортзал в 3 часа дня, и это явно не похоже на дружескую беседу. Тока рассказывает, что прошлой ночью во время своей смены в баре она видела, как бывший президент школьного совета пришла туда вместе с Ринаном. И она сказала ей, что Ханака силой занял ее место и теперь правит школой как тиран. Аяка просит Тока встретиться с ней после школы, а потом во время урока физкультуры рассказывает, что Ринон – одна из 5 ведьм, которые защищают школу и патрулируют ее. Ее прозвали убийцей медведей, потому что однажды из зоопарка сбежал тигр по кличке Счастливый Медведь, и она задушила его голыми руками. Около 2 месяцев назад ее отстранили от занятий за нарушение порядка. Во время обеда Ханака говорит, что директриса должна быть в ярости из-за всего этого ущерба, но там папа говорит, что она столкнулась с Кронвайр в коридоре. И похоже, что директриса уехала по делам и оставила ее за главную на день. А мы все знаем, что ей плевать на то, что происходит в школе. В 3 часа Ханака решает пойти в спортзал один, и Айкада советует ему, как драться с Ринан. Как только он заходит в здание, то видит, что зал превратился в своего рода арену, а вокруг собралась огромная толпа студентов, которые подбадривают их. Ханака пытается оправдаться, но Ринен говорит, что он приставал к ее лучшей подруге и даже пытался опозорить ее. После этого она наносит ему прямой удар в лицо, и он падает на землю. Ханока поднимается на ноги, но Ринен говорит, что она накажет его на глазах у всей школы и начинает избивать его, нанося удары слева и справа, и снова сбивает его с ног. После этого она хватает его за галстук и решает добить его своим коронным ударом. Но оказывается, что Ханока все это время ждал этого момента, потому что Аяка рассказала ему об этом перед тем, как войти. Он следует ее совету, использует свою силу, чтобы увеличить характеристики, и сбивает ее с ног, а сам оказывается сверху. Затем он решает ударить ее и положить конец всему этому безумию, но потом передумывает, потому что на дворе 2014 год, и рыцарство все еще в почете. В этот момент свет гаснет, и Аяка с Тампопо и ее бандой спрыгивают вниз. Раннан избивает 3 ведьм, но Аяка одним ударом в лицо побеждает ее. После этого она забирает остальных девушек и заставляет их держать Ханаку в победной позе, пока они в своих плащах-невидимках, а затем снова включает свет. И все выглядит так, будто он победил Раннан. В итоге выяснилось, что Аяка планировала все это еще неделю назад, когда бывший президент предложил ей вернуться в студенческий совет, если она поможет сделать Ханаку популярным. У них был план, но она переборщила, разозлив Рин из-за Ханаки. Но несмотря на это, результаты были отличными, и теперь он считается героем, победившим убийцу медведей. Его популярность в Google достигла рекордного уровня, и ютуберы реагируют на его победу. Он даже получил одобрение стримеров, таких как Asmgold, Гегук и Аниме-человек,
и это стало для него огромным достижением на посту президента студенческого совета. Несколько дней спустя Аяка берет Ханаку на крышу очень высокого здания и говорит, что наконец-то научит его сражаться с помощью магии. Ханака спрашивает, почему она передумала, ведь раньше она отказывалась учить его, потому что это может быть опасно. Аяка говорит, что знает, что он тайно тренировался и что он что-то от нее скрывает, и ей это не нравится. После этого она призывает огненного фамильяра и говорит ему использовать свою магию, чтобы сразиться с ним. Фамильяр выпускает огненное дыхание, и Ханака падает на задницу. Аяка говорит ему использовать свою магию, чтобы призвать своего фамильяра, но он, как и все остальные, смотрит на нее с выражением «что за черт?» и спрашивает, как это сделать. Фамильяр нападает на него, и он ранит себе локоть, а Аяка тут же все прекращает, подбегает к нему и спрашивает, все ли с ним в порядке. Ханака встает, отталкивает ее и говорит, что ему нужен строгий учитель, чтобы он мог нормально учиться. Аяка смотрит на него пару секунд, а потом поднимает его и выкидывает из окна. Она говорит ему призвать фамильяра, который умеет летать или упокоиться с миром, и Ханака понимает, что сам вырыл себе могилу. Падая, он попадает под удар огненного фамильяра, и Аяка тоже летит за ним. Ханака думает о том, что ему нужно призвать, и перед тем, как упасть, вспоминает сон, в котором Аяка была в купальнике и костюме медсестры. В итоге он призывает гигантского аватара в виде Аяки в ее форме медсестры, доказывая, что он настоящий культурный человек. Аватар бьет кулаком по зданию перед ними и видит, как Кёхиро-сенсей пьет чай с кроной. Она говорит, что это была мощная магия и что он не смог бы ее использовать, не сломав вторую печать. А потом спрашивает, где Казаны, потому что она ушла и оставила ее за главную, а без нее так скучно. Тем временем Ханака засыпает после использования магии, и Аяка отводит его домой. С другой стороны, Казаны исследует древнюю руну взрыва и подземный туннель, и к ней подходит Ринан, который говорит, что Тока рассказала ему, где она. Она спрашивает, что она там делала, и Ринна отвечает, что какая-то ведьма, называющая себя посланницей башни, пришла к ним и передала ей сообщение, что она взяла в заложники всех в городе. Через неделю Аяка и Ханока идут в школу на экзамен, а Касани все еще нет, и она встречает посланника башни. Им оказывается ведьма по имени Уикенд. Касани говорит, что знает о бомбе и о том, что Уикенд пришла, чтобы договориться с ней о Ханоке. Уикенд смотрит на нее и говорит, что Касани права, когда хочет забрать Ханоку и его силы, но она пришла не для того, чтобы договариваться. Затем она объясняет, что обычно, если одна ведьма нападает на другую, это будет настоящая битва, но если они попытаются напасть на обычного человека, то не смогут его убить. Это потому, что Касани наложила на всех в городе огромный защитный барьер. Каждый раз, когда кто-то получает травму, часть магии Касани тратится, и люди защищены от вреда. Обычно человек не может сделать такое, но благодаря огромному запасу маны и высокой скорости восстановления, она может накладывать и поддерживать этот барьер вечно. После этого она говорит, что произойдет, если все в городе одновременно взорвут бомбу. Она уверена, что защита такого количества людей истощит даже ее запас маны, и как только она выйдет из игры, она сможет спокойно забрать Ханоку. С этими словами она активирует множество древних рунных бомб, которые она разместила по всему городу, и, как она и сказала, весь город превращается в руины. Но никто не пострадал, кроме Касани, которая израсходовала всю свою ману. Она признается, что это она подговорила Медузу и Кронвайр, и ее план состоял в том, чтобы Касане осталась одна. Затем она приказывает своим спутникам увести ее и запирает в камере, говоря, что ей понадобится как минимум неделя, чтобы восстановить всю свою ману. А этого времени хватит, чтобы поиграть со своими учениками. Тем временем в школе Аяка замечает взрывы, хватает Ханаку и бежит в подземную мастерскую ведьм. Там они видят Касуми, которая бросается к своему брату и обнимает его. Их встречают Тока, Ринна и несколько других ведьм, которые охраняют школу, включая их лидера Нацумэ в кактусе по имени Тори. Анока спрашивает, что происходит, и они говорят, что расскажут, но тут Нацумэ достает пистолет и стреляет в Аяку усыпляющими пулями, как в американских боевиках. Ханака засыпает. Касуми пытается защитить их, но Ринна одним ударом вырубает ее, а затем говорит Ханаке, что они должны запереть его, пока не узнают, где Касане и чего хочет враг. Он решает разобраться в ситуации и идет за ними в подземную камеру вместе с Аякой. Внутри он замечает, что потолок слишком высокий, но в нем есть отверстие для свежего воздуха. Он пытается подлететь к нему на метле, но почему-то не может использовать магию. В этот момент Аяка тоже просыпается и говорит, что была неосторожна, и это значит, что ее мать проиграла. В этот момент к потолку подлетает игрушка, падает с крыши и проецирует голограмму, на которой Уикенд говорит, что наконец-то нашла его и скоро заберет своего нового питомца Ханоку. Увидев ее лицо, Аяка уничтожает игрушку, и от взрыва рушится стена позади них.
Она говорит, что они сбегут и победят ее, но пока не могут использовать магию, потому что город разрушен. После этого они выбираются из города по лестнице, которая ведет в горы за городом, и поднимаются по ней 2 часа. Когда они выходят из туннеля, их встречает ужасающий вид разрушенного и охваченного огнем города. Увидев это, он теряет самообладание, паникует и винит себя во всем. Он говорит, что его мама и все остальные были дома, а теперь они все мертвы, потому что враг хотел его поймать. Аяка стоит рядом и говорит, что это нормально и что никто не умер. Она объясняет, что это старый обычай. Когда открывается мастерская, глава мастерской заключает договор с сердцем города. Таким образом, над всеми, кто не обладает магией, создается сильный барьер. И когда происходит ситуация, в которой могут пострадать обычные люди, город использует магию подрядчика и защищает их. По сути, город использует магию мастерской, чтобы восстановиться после любого ущерба, нанесенного магией, а поскольку сейчас город разрушен, а подрядчика нет. Ни одна мастерская не может использовать магию, пока не будет заключен новый договор. Поэтому для достижения своей первой цели они отправятся в центр города и сделают его новым подрядчиком, чтобы ведьмы из мастерской могли дать отпор. С другой стороны, Нацума и остальные оценивают ситуацию и собирают всю информацию. Все гражданские были эвакуированы и отправлены в безопасное место, а директриса находится в руках врага. Ни одна ведьма из мастерской не может использовать магию, потому что город разрушен и пройдет еще несколько дней, прежде чем прибудет помощь из штаба. Кроме того, после взрывов пропало много ведьм из мастерской. И тут одна из пропавших ведьм врывается внутрь и оказывается обвешанной бомбами замедленного действия. Она говорит, что Уикенд захватила их и использует в качестве заложников, чтобы заставить их выдать Хонаку, и у них есть полчаса, чтобы выполнить ее требования, иначе они все взорвутся. Тем временем Касуми объединяется с Тампопо и ее бандой, и они следят за Уикенд, которая стоит на территории школы с кучей ведьм из мастерской, обвешанных бомбами замедленного действия. Тампопо спрашивает Касуми, что она хочет, чтобы они сделали, и она отвечает, что сейчас они единственные ведьмы, которые могут использовать магию. И она позаботится о том, чтобы они отработали свое пребывание в ее доме. Тем временем Аяка и Ханока продолжают идти по туннелям в центр города, и к ним подходит одна из спутниц Уикенд по имени Гибралтар. Она использует свою магию, чтобы создать каменного голема, а затем ударяет их обоих в землю своими массивными каменными руками. Она хватает Аяку и собирается нанести последний удар, но Аяка подпрыгивает и просто бьет ее ногой в лицо. Гиптария думала, что обычный удар не пробьет ее броню, но оказалось, что Аяка может пробить ее защиту, несмотря на магию, и ее мать научила ее боевым искусствам. Она полностью уничтожает Гиптарию и ее тупую подружку, и они продолжают идти вперед. В подземной мастерской Нацума пытается обезвредить бомбы вручную, но остается всего 18 минут, и они решают, что пора выдвигаться. В это время Кремора просыпается в своей комнате и видит, что весь город сгорел дотла. Она спрашивает своего напарника, что произошло, и он объясняет, что это сделала ведьма по имени Уикенд, которая рассказала им о Ханоке. Она говорит, что это значит, что она победила Казуне, и она не позволит кому-то, кто достаточно силен, чтобы победить ее, просто уйти. Тем временем Нацума и остальные подходят к Уикенд и говорят ей сдаться, но она говорит, что через 12 минут они все равно умрут. Поэтому им нужно отдать Ханоку, если они хотят прожить немного дольше. Она говорит, что на самом деле она довольно слаба, но даже если они победят ее, они не смогут остановить бомбы. Услышав это, Касуми задается вопросом, не является ли она просто посредником, а настоящий организатор взрывов кто-то другой. С этой мыслью она бежит вниз, чтобы найти своего напарника, который управляет бомбами. До взрыва бомб осталось всего несколько минут, и Ринан с остальными бегут к Уикенд с кулаками. И тут они чувствуют, что их магия возвращается, когда Ханака успешно заключает контракт, и они тут же обезвреживают все бомбы и валят Уикенд на землю. После этого они хватают ее и сажают в магическую камеру. Но она использует физические ручные гранаты, которые прячет под одеждой, и прорывается сквозь печать, вырубая их всех взрывом. Она защищается железной броней, которая на ней под одеждой, а потом встречается со своим напарником, взрывает оставшиеся бомбы и вырубает множество ведьм из мастерской. А потом зовет Ханаку, чтобы он пришел и спас их, если сможет. Благодаря контракту он слышит ее голос и видит, как всем больно, и решает использовать свои силы, чтобы сразиться с ней. Но Аяка сбивает его с ног и говорит, что сама с ней разберется. С другой стороны, Касуми и остальные находят напарницу Уикенд и начинают с ней драться, а Кром-Нуар хватает Гиб и заставляет ее рассказать, где Уикенд и что она задумала. После того, как Аяка вырубила Ханаку, она отводит его в школьный медпункт и укладывает на кровать отдохнуть. Ханоке снится какое-то прошлое, связанное с его матерью и матерью Аяки, но он не успевает ничего узнать,
потому что в его сон приходит Киёхиро-сенсей и вытаскивает его в другое измерение, как раньше. Он говорит, что это особое место, где хранятся воспоминания всех жителей города. Вместо того, чтобы строить собственные планы, он стал новым подрядчиком города и приехал сюда. Затем он отводит его в лифт и объясняет, что во время кризиса здесь эвакуируют всех гражданских, и они хранятся как звезды на небе этого мира. Когда город вернется к нормальной жизни, их отпустят, стерев и отредактировав воспоминания, чтобы они ничего не помнили об этом происшествии. Ханновка спрашивает про стирание памяти, и он говорит, что как член семьи Микаге он должен стирать и редактировать воспоминания всех в городе, чтобы сохранить их существование в тайне. Тем временем Касуми сражается с напарником Вима, у которого есть магия копирования, которая позволяет ему копировать магию противников. Их битва превращается в очередной эпизод Атаки Титанов, где розовый медведь Касуми против черного медведя. Они яростно дерутся и бьют друг друга по головам, как сумасшедшие монстры, но, похоже, Касуми одерживает верх. Затем они оба встают и продолжают бой, в результате чего разрушают часть здания школы, где находятся Тампопа и остальные. Касуми использует своего медведя, чтобы спасти одного из них, но это дает врагу шанс отбросить ее назад, и кажется, что они победят. Но тут появляется Медуза в своем горячем человеческом теле и превращает врага в камень. Затем она хватает своих учеников и говорит, что должна наказать их за то, что они не смогли победить такого слабого противника. И убегает вместе с ними, пока за ней гонятся ведьмы Ротенберга. Аяка заходит в кабинет медсестры и спрашивает, как там Ханака. Медсестра отвечает, что у него сильный жар, и это из-за того, что Аяка заставила его использовать магию для заключения контракта с городом. Аяка говорит, что выполнила свою миссию и сообщает ей, что Кромор охотится на ведьм в городе, а потом добавляет, что это не ее дело, и она не должна беспокоиться о Ханаке. Аяка благодарит ее и просит остаться с Ханакой, пока она будет сражаться с Уикендом и положит конец этому безумию. Затем она просит свой меч и улетает в церковь, где ее ждет Уикенд. Она сразу же бросается на него, но взрывом ее отбрасывает назад. Уикенд объясняет, что в отличие от нее и Казани, у него нет каких-то абсурдных способностей. Поэтому она годами готовила бомбы и расставляла их по всему городу, чтобы использовать в любой момент, и что все вокруг заминировано и у нее нет шансов против нее. После этого они продолжают сражаться, и когда Аяка ослабляет Уикенд, взрывает потолок, который падает на нее. Аяка получает ранение, но все равно встает, используя магию огня. Они продолжают сражаться, и Аяке удается победить ее в ближнем бою, но потом взрывом ее отбрасывает к двери, и она использует кучу огромных кукол-магов, чтобы атаковать ее. В школе Ханаку и Кехиро атакует один из спутников Уикенда, и Кехиро использует магию, чтобы отправить Ханаку обратно в реальный мир. Ханака просыпается и рассказывает Тори об Аяке, но из-за высокой температуры снова ложится в постель. В этот момент ему звонит Кечиро. Он говорит, что на выходных в этом мире была заложена бомба замедленного действия, и они должны обезвредить ее, иначе все эвакуированные погибнут. А Тори решает помочь Ханаке и отводит его к Аяке. Они приходят как раз вовремя, чтобы увидеть, как Аяка лежит на полу побежденная. Ханака обнимает ее и говорит, что есть бомба, которая убьет всех, и они должны победить выходные, и просит ее использовать свои силы. Аяка делает это и буквально стирает с лица земли выходные. Она спрашивает, где находится бомба, но выходные говорят, что уже слишком поздно, и взрывают бомбу. Все умирают на глазах у Ханаки, и он встает, пытаясь снова использовать силы Эвермиллиона. Аяка пытается остановить его, но он теряет сознание и падает на землю. Во сне он снова встречает Эвермиллиона, и она говорит, что он уже вернулся, хотя она просила его не попадать в ситуации, когда ему приходится полагаться на ее силы. Она говорит, что знает, зачем он здесь, и что он хочет восстановить все здания и жизни, которые были потеряны за это время. Затем она говорит, что это возможно, но для такого большого желания потребуется равноценная компенсация. Он спрашивает, что он может предложить ей взамен, и она говорит, что его жизнь, но потом напоминает ему, что если она заберет его жизнь по контракту, то и Аяка тоже умрет. Он думает об этом минуту, но потом говорит, что другого выхода нет. Он заключает с ней контракт и соглашается отдать свою жизнь в обмен на возвращение всех остальных и использует ее силу на полную. И вот так мы видим, что все возвращается на свои места, город восстанавливается и все возвращаются к нормальной жизни, как будто бомб никогда и не было. Аяка обнимает его, и он извиняется перед ней за то, что отдал свою жизнь и по контракту ее тоже, чтобы все это произошло, и она говорит, что не позволит ему умереть вот так. Она встает, зовет Эвермиллиона и говорит, что отдаст свою жизнь вместо него. Внезапно ее магическая форма исчезает, и она падает на землю без сознания, а Ханока остается в живых. Но прежде чем он успевает оплакать ее потерю, его в спину ранит Уикенд, который тоже восстановился благодаря его желанию. Она говорит ему, что он разрушил ее план, и теперь у нее остался только нож. «Тебе не нужно плакать о ней,
потому что он может встретиться с ней в загробной жизни прямо сейчас. Ханока собирается с духом и выталкивает нож из себя. После этого он бьет ее кулаком по лицу, как все эти борцы за равноправие, а потом садится на нее сверху, достает нож и вонзает его в землю рядом с ее головой, говоря, что он покончит с ее жизнью. И неважно, сколько раз она будет использовать свои коварные планы, чтобы сделать его жизнь невыносимой, он всегда будет ее побеждать и разрушать ее планы. После этой героической речи она падает от его удара и решает оставить его в живых, говорит своему напарнику, чтобы тот его подлатал, и что у них есть еще несколько дней до конца недели, когда вернется Казани. После этого они уходят в свое убежище, но их встречают хронопровод и ее крокодил, и они берут ее с собой на прогулку. Пока все вернулись и счастливы, Ханака плачет над телом Аяки. Входит Атари и получает звонок от Кехира, который говорит, что все в порядке и они успешно выполнили задание. Но Ханака слишком расстроена, чтобы думать об этом, и рассказывает ему обо всем, что произошло. Выслушав его историю, Кехира говорит, что что-то здесь не так, ведь обычно только исполнители могут выполнить требования контракта, а не кто-то другой. Это значит, что Аяка не могла просто так отдать свою жизнь в обмен на его. Хаманов замечает, что с ее телом тоже что-то не так, потому что, хотя она не дышит, тело все еще теплое. Он говорит, что хотел бы кое-что попробовать, и, возможно, ему удастся вернуть Аяку к жизни. Он говорит Тори, чтобы тот создал магический круг и поместил в него Аяку. Он говорит, что, возможно, Аяка находится в таком состоянии, потому что она принудительно разорвала их контракт, и чтобы вернуть ее, ему придется заключить с ней новый контракт. Он говорит, чтобы Тори порезал себе руку и капнул немного крови ей на грудь, а потом поцеловал ее. Ханака делает все, как он сказал, и, к его удивлению, ему труднее всего дается именно поцелуй, а не порез на руке. Он изо всех сил старается поцеловать ее в губы, но в итоге целует ее в лоб. Проходит какое-то время, и Аяка действительно оживает и начинает дышать. После этого Ханака возвращается в свой мир снов, чтобы поговорить с Вермиллион и спросить ее о том, что произошло. Она рассказывает ему о контракте, который заключила с Аякой, когда они были детьми, и согласна ему, если бы он когда-нибудь умер или попросил ее о помощи. Она разорвала бы их контракт и позволила бы ему использовать свою силу, чтобы поддерживать ее жизнь. Похоже, Ханака все восстановил сам, и когда Аяка разорвала их контракт, ей не нужно было отдавать ему свои силы, поэтому их соглашение было расторгнуто. Тем временем Крамбер вызывает его на дуэль 1 на 1, и в итоге она уничтожает его, как какого-то второстепенного персонажа, которого поставили против главного героя в турнире. Она разочарована в ней и говорит, что потратила много сил, чтобы найти сильного противника, а та оказалась такой слабой. Она говорит, что, возможно, она бы поквиталась с ней, если бы не Казн, которая появилась на месте происшествия и сказала, что хочет забрать злодейку себе. Уикенд спрашивает, как она себя чувствует, ведь на восстановление маны должно уйти еще 5 дней, но Казн говорит, что ее расчеты были неверны. И на восстановление маны у Казн ушло всего 20 часов. Она спрашивает, почему та не пришла раньше, и Казн отвечает, что хотела, чтобы дети повеселились, поэтому решила не вмешиваться, а теперь пришла навести порядок. С этими словами она поворачивается к Кронвайр и Уикенд, которые спорят о том, кто будет ее пытать. Они оба бросаются друг на друга, и если раньше никто этого не замечал, то теперь они, наверное, самые сильные люди в шоу. Их битва длится всего несколько минут. Они обмениваются мощными ударами, но, как обычно, Казн выходит победителем. На следующее утро Ханака просыпается в своей комнате, и Аяка говорит ему доброе утро и просит собираться в школу. По дороге Ханака спрашивает, как она себя чувствует, и она отвечает, что ей понадобится время, чтобы восстановить магические силы, но она в порядке и без них. После этого они попадают под обстрел команды Тампопа, и они решают сделать то, что обычно делают, когда хотят захватить Ханоку. Но Аяка показывает им, что она по-прежнему главная героиня этого мира, даже если у нее нет магии.